Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Заработай сидя дома, и с вами, как всегда, Роман. И в данном видеоролике мы поговорим о Play to Earn игре Mini Miners, о которой я снимал уже 2 месяца назад. Тогда она была на этапе бета-тест, и всем, кто тогда регистрировался и играл игрушку, полагается NFT. Ну и сейчас игра уже полностью запустилась, я расскажу, как импортировать это NFT в игру, как зарабатывать, как выводить и всякие подробности. Но перед началом попрошу вас поставить лайк этому видео, написать комментарий и подписаться на YouTube и Telegram канал. Итак, первым делом переходим по ссылочке в описании. После того, как вошли на свой аккаунт, вводим код, который вы видите на экране и который будет в закрепленном комментарии и также в описании. И получаем неплохой такой набор ресурсов, который поможет вам развиваться на начальном этапе. Итак, первое NFT, которое мы получили в бета-тесте. Если вдруг после того, как вы его получили, не заменили себе на кошелек, значит переходим на такой вот сайт, ссылочка на который будет в описании под этим видео. Подключаем свой кошелек. Выбираем тут игру Mini Miners, вывести шахту. Как видите, я уже свою шахту вывел, потому что я также забыл заминтить на кошелек. И если вдруг у вас такая же ситуация, то вот, пожалуйста, вот тут забираем. Если не ошибаюсь, нужно будет оплатить небольшую комиссию. После этого переходим в игру, и вот тут у вас будет вместо экспорт-импорт. Нажимаем импорт, коннектим кошелек, подписываем транзакцию и закидываем NFT шахту в игру. Так, ребята, еще такой моментик, скажу сразу, что это не реклама. У меня есть друг, Ванек, который делает очень красивые превью. Вот видос про Аврору, Zone Game и Zero QT, который, к сожалению, скомнулся. На все эти 3 видоса делал он превью. Как видите, они намного отличаются от моих, они намного покрасивее, и у них CTR намного выше. Если вам нужно качественное превью по недорогим ценам, переходите в описание, там я оставлю ссылку на Ванька. Для чего нужна NFT шахта? С помощью нее намного быстрее добывается золото. Следующий шаг, у вас не будет ни одного гнома, переходим на вот эту вот вкладочку, нажимаем на домик гномов и нажимаем Create. После того, как вы введете мой реф-код, у вас будет достаточно ресурсов, чтобы заминтить 3 гнома. Кстати, по поводу реф-кода, у него всего 10 активаций, так что пишите свои реф-коды в комментарии, чтобы те люди, которым не хватит активации моего кода, могли ввести ваш код. Итак, следующим шагом мы по максимуму создаем себе гномов, насколько нам хватает ресурсов. И следующее, что я советовал бы делать, это сразу начинать вкачивать гномов. У вас также с начального пака будет немного руды, это вот эта вот херня. И как лично делаю я каждого гнома вкачаю в свое направление. То есть один гном у меня добывает мухоморы, второй гном руду и третий гном золото. Кстати, где третий гном? Третий гном у меня был на мухоморах. Я нажимаю вернуть. И как видите, упало немного мухоморов. Как я сказал, лучше всего прокачивать каждого в своем направлении и вместе с этим прокачивать здоровье. Чем больше здоровья, тем дольше гном сможет добывать определенные ресурсы. И удачу. Потому что чем выше удача, тем больше шанс, что он добудет больше ресурсов. После того, как мы насоздавали и вкачали гномов на все ваши ресурсы, отправляем их на работу. По поводу вкладочки с мастерской разобрались. Теперь где отслеживать своих гномов и что означают вот эти 2 настроения. Нажимаем сюда. Как видите, у меня сейчас 3 расстроенных гнома, расстроены они потому что голодные. Для того, чтобы их накормить, переходим в таверну, нажимаем выбрать всех и нажимаем покормить. Для того, чтобы кормить, нам нужны будут грибы, так что грибы тоже обязательно добывать. Так, ну и после этого также можем кликнуть сюда, выбрать поодиночно каждого гнома, нажать отправить и выбрать, куда хотим его отправить. Следующая вкладочка это у нас сокровищница. Давайте рассмотрим каждую вкладочку. Так, первая вкладочка ресурсы. Тут мы сможем купить себе пак диамантов. Сейчас расскажу для чего они. Купить себе ресурс пак за BUSD. И обменять заработанное наше золото на монетку данной игры. Точнее проекта, который создал эту игру, которая называется Seascape Crowns. Стоит одна монетка 60 центов. И пока гномы на начальном этапе, то может показаться, что собирать на минималку придется очень и очень долго. Но когда вы начнете прокачивать, это я говорю по бетке, то вы увидите то, что монеты падают все чаще, все больше. И это не такая уже высокая минималка. Возможно, кто-то из вас захочет задонить, купить ресурс пак, это уже решать вам. Я пока что делать этого не буду, так как, во-первых, нету свободных средств. Во-вторых, еще не до конца понятно, какой выход будет с игры. Вторая вкладочка у нас Marketplace. Если нажимаем купить, то можем посмотреть, что продают другие игроки. Так как игра запустилась вчера либо позавчера, не помню точно, то сейчас на продаже всего 2 гнома и вот столько вот артефактов.
Каждый артефакт дает какой-то буст. Например, вот этот артефакт при использовании на какой-то период дает большую добычу руды. Также можно нажать Sell и продать то, что есть у вас. Тоже можете либо выставить на продажу гномов, либо артефакты. Также вместо того, чтобы продавать, переходим на третью вкладочку и мы можем использовать свои артефакты. Вот у меня артефакт на 30% плюса добычу руды, который я могу использовать на 30 минут. Я пока что не знаю, использовать либо продавать, потому что очень мало добывается руды и нету смысла пока. За гномами нужно следить постоянно, сейчас покажу почему. Так, отправим этого на золото. Так, и вот как видите, добыча гномом уже началась, хотя он еще не дошел, странно, конечно. Но это не важно. Так, добыл он уже 4 монеты и потерял 4% здоровья. Когда шкала здоровья опустится до 0%, он перестанет добычу. И пока вы не вернете его и не покормите, он просто будет тут стоять и ничего не делать. Эту ситуацию можно решить, нажав вот тут «Нанять менеджера», но он стоит 30 диамантов, и это нужно уже по-любому донатить. Также тут есть животные, пока что я не до конца понял, для чего они нужны, но обязательно, когда разберусь, напишу это в своем телеграм-канале, на который я еще раз попрошу вас подписаться, потому что тут очень часто выходят раздачи, которые не попадают на YouTube. Участвуя в этих раздачах вместе со мной и повторяя мои действия, вы сможете заработать какой-то начальный банк. Ну а с вами был Роман, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч!